Каждую весну приходит Пасха, а перед Пасхой всегда наступают пасхальные школьные каникулы. И это 2 недели отдыха. Так и хочется куда-нибудь поехать. Решено было поехать на Канарские острова, на яхте. Канарские острова имеют в своем составе 7 островов. Это Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте, Эль-Хьерро, Ла-Гомера, Ла-Пальма. Удобнее было брать яхту на Тенерифе. Больше выбора и проще добираться. Самолетов на Тенерифе летает множество. Из разных городов Европы и очень много прямых рейсов. А от южного аэропорта на Тенерифе ходит прямой автобус. За 2,5 евро автобус довозит прямо до гавани Лас-Гаетас, что в переводе означает печенье. Тенерифе переполнен. Это видно по бесконечным прилетающим самолетам, по пробкам в городах, по дороговизне отелей. За те 11 лет, что меня тут не было, народу стало больше. А вот яхт в море очень немного. Яхтинг на Тенерифе – вещь специфичная. Среднее расстояние между Канарскими островами – это 50 миль. Это целый день идти на яхте. На самих островах мало яхтенных стоянок. В океане всегда имеется волна минимум 2 метра. А еще острова между собой образуют аэродинамическую трубу, в которой усиливается ветер. А ветер в большинстве случаев дует с северо-востока. На 2-й неделе путешествия в наших планах было пойти на остров Эль-Хьерро, но, посмотрев прогноз погоды, мы отказались от наших намерений. Если туда идти, то ветер попутный, а возвращаться обратно, то шторм, и 100 миль лавировки превращается в 200. Когда мы получали яхту, то помимо стандартных процедур получили 2 необычных предупреждения. Первое. В районе острова Ла-Пальма из-за случившегося 4 года назад извержения вулкана поменялся подводный ландшафт близ берега. И это не отражено на морских картах. Надо быть осторожнее. Второе. На западном побережье Тенерифе может быть много спящих китов, поэтому лучше там не ходить, чтобы не повредить яхту. Придя на остров Ла-Пальма, мы взяли на прокат 2 машинки и покатались по острову. Сначала мы поехали на потухший вулкан Сан-Антонио, который взорвался в последний раз в 1678 году. За 8 евро можно посетить музей при вулкане, а также заглянуть в его жерло. А потом мы поехали искать пляж. Но пляж оказался очень специфичным. Вместо песка лежат булыжники диаметром 10 сантиметров, а прибойная волна высотой больше 3 метров. И когда волна летит на берег, она несет в себе эти булыжники и с грохотом вываливает их на берег. Купаться страшноватенько. Количество пляжей на острове не соответствует количеству туристов. Их много, а пляжей мало. И это проблема всех Канарских островов, за исключением Фуэртевентуры. Еще нам довелось понаблюдать, как огромный лайнер, причаливший в порту рядом с нами, выпускает на берег нескончаемые толпы народа из своего чрева. Часа через 2 толпа потянулась обратно, и пляж, и город внезапно опустели. Когда нас Google вел по западному побережью острова, то мы обнаружили,
что дорогу смыло в океан. 4 года назад здесь было извержение вулкана, и лава уничтожила дорогу и несколько населенных пунктов. Нам пришлось ехать по более низкой объездной дороге. А еще нас поразил один белоснежный домик. Он был доверху наполнен застывшей лавой. Южная Ла-Пальма имеет очень много следов различных извержений и мало растительности. Если вы любите горы и вулканы, то вам надо ехать на Ла-Пальму. Придя на западное побережье Тенерифе, мы остановились в городе Гарачико и потратили целый день на изучение Лура-парка. За 42 евро с человека мы увидели шоу косаток, шоу дельфинов, шоу тюленей и шоу попугаев, а также посмотрели на красивый зоопарк. После этого мы решили уделить пару дней острову Ла Гомера. И мы пришли к выводу, что этот остров самый красивый из всех Канарских островов, самый зеленый и самый уютный. Здесь мало туристов и есть много мест, где здорово погулять пешком. А на обратном пути на Тенерифе мы попали в обещанный шторм в проливе между островами. Впрочем, наше испытание длилось недолго. Через 2 часа перехода мы зашли в ветровую тень острова Тенерифе, и ветер в течение получаса стих до нуля. И в этой ветровой тени мы путешествовали вдоль западного побережья. Мы заметили одно интересное природное явление. Над океаном практически всегда безоблачное небо, а над каждым островом висит туча. У нас было несколько диких стоянок, мы купались на таких пляжах, куда попасть можно только со стороны моря. И вот это было красиво. Рядом в городочке Лос-Гигантес, где есть один только пляжик, и там туристы сидят друг у друга на головах, а тут красивейшее место в 2 милях от города и никого нету. На скалах здесь ползают непуганные крабы, по скалам бегают горные козы. В море плавают дельфины и касатки, а под яхтой носятся тунцы. В прибрежных городках предлагаются экскурсии на яхте. Тебя катают на палубе яхты в течение 2 часов за 25 евро с человека. И такой сервис пользуется спросом, поскольку пляжей на Тенерифе явно недостаточно. Было интересное ощущение. Ты стоишь на якоре в дикой красивой бухте, жарит солнце, но при этом ты знаешь на опыте, что в 5 милях отсюда к западу шторм, ветер 30 узлов и волны 4 метра. Посетили мы также аквапарк Сиам. Сам по себе аквапарк хорош, но внутри народу раза в 3 больше, чем должно быть. Вследствие этого впечатление от аквапарка получилось скомканным. После того, как мы сдали яхту, мы еще один день катались по Тенерифе на машине. Теиде – это высочайший горный пик Испании высотой 3715 метров. Автомобильная дорога, которая проходит мимо вулкана, находится на высоте 2400 метров. Это так необычно ехать на машине над облаками. Спуск с вулкана – это дорога сквозь облако, а потом сквозь реликтовые леса. Глаза разбегаются от обилия красивых пейзажей. В общем и целом отпуск удался. В следующем году, в апреле, мы планируем пойти на яхте по греческим островам. Присоединяйтесь!